Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений. Мы продолжаем играть в Stationers, выживаем на Марсе. Пока загружается игра, я хочу поблагодарить тебя за твой лайк, комментарий и подписку. В этой серии я планирую продолжить разбираться со своим опорным газом хладогеном, который служит для охлаждения помещения. В данный момент у меня это единственный способ нормально охладить эм, помещение, которое постоянно нагревается. Есть еще другие способы, но в данный момент самый доступный у меня именно этот. Вот, у меня работает автоматика, которая периодически включает и выключает охладители. Вот они два, их здесь видно. Что дальше? Дальше я иду, одеваю шапочку, скрываю шлемчик. Вот, иду на улицу смотреть, что там происходит. Вот эта труба оранжевая, она выходит со шлюза. В шлюзе у меня сброс углекислого газа вот сюда подсоединен. Танк-фил. То есть постоянно откачивается углекислый газ с этого танка. Дальше этот газ попадает в трубу. И здесь в трубе он остается. Сюда же подключен хладоген. Ну, в смысле, это хладогеном является газ. Подключено устройство, которое опорным газом для опорника использует этот опорный газ. Температура газа рекомендуется опускать, потому что это устройство, настенный охладитель, он работает всегда, насколько я понимаю, на 1 киловатт потребления энергии, но коэффициент именно эффективности зависит от того, насколько разница в температуре вот опорного газа и температуре в комнате. То есть если в комнате мне нужно где-то 30-35 градусов, то температура опорника должна быть значительно ниже. Рекомендуется делать ее где-то минус 20 градусов и ниже. Как я могу быстро охладить? Здесь у меня, кстати, есть регулятор давления, который выпускает лишний газ. Как я могу быстро охладить? Для этого я могу повесить сюда радиаторы прямо на трубу. Это один вариант. Даже не вариант, это единственный, наверное, сейчас способ. И что я еще хочу сделать? Я не просто хочу держать этот газ в трубе. Я хочу этот газ соединить с общей системой фильтрации. Вот с этой. Так как в том газе у меня сейчас имеются вредные вещества, вот эти вот вредные вещества, и имеется углекислый газ. То есть мне нужно достроить еще один фильтр, который будет углекислый газ собирать. Мне нужно сделать эффективный сброс с моего помещения газа, который является грязным, то есть к системе вентиляции подсоединить. И мне нужно сделать все-таки сброс чистого углекислого газа. Довольно замудренно, может быть сложно, но я попытаюсь это решить. В чем причина? Вот у меня есть фильтр, который собирает все подряд и возвращает это на улицу. Но не на улицу, а в ту же трубу с опорником. Я хочу разделить, то есть чтобы этот фильтр выбрасывал в другую трубу газ. А в опорник шел только углекислый газ. Для этого мне нужно сейчас трубы. Много. Мне их надо найти, у меня были готовы. Я, по-моему, их оставил на улице. И мне нужен бак. Большой бак. Метеостанция. Нет, бак у меня там уже есть. Мне надо... атмосферная машина мне нужна. Я так понимаю, у меня больше атмосферных машин нет. Тогда я ее пойду сделаю. Где у нас делается атмосферная машина? По-моему, в Трубогибе. Не помню. Посмотрим.
Сейчас посмотрим справочники. Мне нужен набор атмосфера. Вот он. Гидравлический сгибатель труб. Ну да, то есть в трубогибе он и делается. Туда надо отправить железо иметь. Мне, скорее всего, все сейчас в автолате. Сейчас я быстренько отправлю трубогиб все. Я не знаю, почему я его называю трубогиб. По-моему, у кого-то подсмотрел. Кто-то его так назвал, и теперь это прицепилось, и я от этого не могу отказаться. Вот не могу просто от этого отказаться. По-моему, Гаврилюк говорил, что трубогиб. Он трубогиб. Все равно название интересное. Народное, я бы сказал. Так что... Где наша атмосферная машина? А вот она. Это будет фильтр для сбора углекислого газа. Она делается довольно быстро, я надеюсь. Это сейчас произойдет. Все, есть. Что мне еще нужно? Мне еще нужны фильтры на углекислый газ. Скорее всего, у меня их нет. Цистерну я делать сейчас не буду. Трубы я буду делать, скорее всего, если мне не хватит тех, которые есть. Так. Ага, вот они, фильтры. Ну, на СО2. И не помню, есть у меня на фильтровальной станции вот такие трубы. Я на всякий случай возьму, потому что могут пригодиться. И вот это тоже туда надо отправить, на фильтровалку. А листы металла, вот я не помню, нужны они там или нет, возьму. Пойдем теперь туда. С энергией проблемы вроде бы решились. В прошлый раз я восстанавливал электростанцию. Не в прошлую серию, а немножко раньше. И мне вот ее хватает, этой энергии, прям едва на день. Бури еще не было. Панели стоят на месте. Здесь у нас работают, я вчера запустил, ну так как я, естественно, не играл,
У нас здесь работают фильтры. Кислород, углекислый газ и вода. Воду я не фильтрую. Надо будет это делать. Кстати, вот вода, она же жидкая, ее можно попробовать забрать. Да, у меня здесь все трубы. Я их еще раскладываю. Воду забрать, воду забрать. Да, это надо сделать. Потому что будет беда. Куда я могу забрать воду? Ну, вот сюда. Надо сделать сразу. Вот не зря я взял этот кран. Конденсационный клапан. Но я не хотел просто любой сжиженный газ спускать в воду. Потому что это все-таки у меня вода. Поэтому я думаю, что сейчас я это сделаю, пущу. И следующим этапом я сделаю на воду еще фильтр, чтобы у меня только чистая вода оставалась. То есть нужно будет добавить еще одну цистерну туда правее. И в ней будет уже очищенная вода, и просто любой газ, который вот тут будет не очищен, я его соединю с опорным. Такая идея. Ну вот, да, она уменьшается, постепенно становится меньше. Но опасность как бы в том, вот этой кольцевой системы здесь, опасность в том, что с фиолетовой трубы, где у меня общие газы, сюда может попасть не только вода, но и любой другой сжиженный газ. Ну, соответственно, пускать сжиженный газ потом в чистую систему, в питьевую систему я не хочу. Поэтому я буду ее тоже фильтровать. Надо будет еще одну атмосферную машину сделать. Но сейчас вопрос не об этом. Сейчас у нас вопрос о фильтрации углекислого газа. У меня здесь стоят машины фильтровальные для того, чтобы я специально их вот так на ребро поставил между фреймами. Я здесь собираюсь стенку ставить. Вот эту систему надо подвинуть. Не очень-то красивая. Почему некрасивая? Потому что я вот ставлю вот так вот через две секции фильтровальную машину. Здесь получается две секции уже заняты. Поэтому я это сейчас подвину сразу. Что у нас там внутри? Вакуум. Прекрасно. Да, можно смело двигать. Даже можно ее сократить прям сильно, значительно. Вот так. Этот подвинем чуть-чуть сюда. И будет как раз нормально. Да. Вода в газ. Вот это мне надо.
Вернее, не вода, а жидкость. Я так водой называю, все некорректно. Вот, сократил, как раз не будет мешаться. Я специально не включил, потому что наберется, включу. Там пока не набирается ничего. Вообще надо будет какой-то датчик повесить, потому что есть риск того, что наберется много жидкости, и она просто переполнит трубу. Основной кабель убрать. Так что здесь работы прям непочатый край, как говорят. Где моя атмосферная машина? Так, теперь. Вот. Ну, та же схема, все то же самое, только надо будет потом покрасить. Все то же самое. Что нужно для сборки? Труба. И, наверное, кабель, да? М. Вот, кабель с отверткой. Здесь будет СО2 жить у нас. Надо все подключить. Здесь вакуум. Здесь вся закись азота в данный момент в несжиженном состоянии, она в газообразном, но замерзла. Холодная очень. Тоже неплохо. Она, в принципе, стабилизировалась. Можно закрыть каник. Что у нас получается? СО2 собираем, да? СО2 у нас остался в трубе. Вредных нет. Азота нет. Кислорода тоже. Остался только СО2. Забираем тогда этот СО2 отсюда. Он стремительно уходит. А здесь стремительно собирается. Отлично. Пусть он собирается. И сейчас тогда подсоединю сразу вот эту вот трубу, выведу. Брошу ее в общую. Сейчас еще надо подумать. Я хочу здесь держать... Да, я хотел разделить эту трубу на два потока. Вредные вещества отдельно собирать, а хладоген держать отдельно.
Вредные вещества у меня выходят... Да вот они выходят. Тут. И что я могу сделать? Я могу... У меня уже есть типа магистраль, да? Я могу здесь пропустить еще одну. Но это чистый кислород здесь потом. Я не буду эту трубу использовать как техническую. Сейчас вот этот коридорчик использую. Раз я его использую. Критический уровень заряда. Да, критический уровень. Батареечку хочешь свежую, да? Есть такое. На тебе свежую батареечку. Такой получается технический коридор для труб. Весьма удобно получается. Так, теперь по трубам. Мне надо... Да много мне их надо. Я беру сразу изолированные. С ними удобнее работать. Сразу заниматься укладкой. Это рядом можно складывать. Повреждение скафандра. Опаньки, головой стукнулся. Скафандр повредил опять себе. Это уж не первый раз. Вот, собственно, лежат эти трубы. Можно было, конечно, сделать их вдоль стены, там сделать коридор, чтобы по нему можно было ходить. Отдельная возня, честно говоря. Я думаю, что когда у меня нарисуется какое-то понятие архитектуры, тогда я буду делать красиво. В данный момент это не коридор, это просто магистраль. И я в эту магистраль прокладываю дорожку. Я даже не планирую там копать. Если вдруг чего. Ну и это техническая будет. Техническая труба. Она подразумевает, что я могу отфильтровать в нее что угодно. Пустить на выход. Так, единственное, что мне надо... Уточки его ковырять и пустить вниз.
есть вот так. И туда никак не зацеплюсь, да? Буря на улице. Это не радует. Кстати, вот после бури схожу, посмотрю, что там происходит с солнечными панелями. Они повреждения получали или не получили? Вот, вредные вещества я подключил к основной магистрали. Теперь надо подключить углекислый газ. И трубы у меня закончились. Пойду, значит, закажу трубы. Ей главное не подпрыгнуть, что будет горе. Вот, а по поводу углекислого газа я буду откачивать, как и откачиваю его со своего бака. А дальше эта труба будет идти, как она идет, в ту сторону. Она же будет опорным хладагеном, то есть я буду его охлаждать. Радиаторы там повешены на этом участке. И дальше пущу его напрямую туда, в систему, там где у меня бак стоит с углекислым газом. И сделаю еще обратно, чтобы обратно с него, с того бака приходило здесь же на тот самый, набиралось и держалось давление. То есть сделаю такой змеевик, не змеевик, а закольцованную штуку из двух регуляторов давления из моей трубы и в нее. Вот, для того, чтобы там держалось достаточное давление для опорного газа. Вот. И я, соответственно, с нее же смогу забирать себе какое-то количество углекислого газа в помещение при необходимости. То есть повесить датчик, который будет смотреть, сколько углекислого газа. Если его будет мало для растений, то я буду добавлять. Это одна из идей, которые в данный момент есть. Я их буду реализовывать. Труб мне хватило, сколько там было? 3 стака. 3 трубы на одну секцию. Так, 3, 6, 9. В общем, на 4 секции получается... Раз, два, три, 4. На 4 секции получается 4 на 3, 12 труб. 24 трубы на 8 секций. В принципе, да. И еще между секциями, да? Потому что сколько у нас тут? Вот. Ух ты. А что, можно так? Так можно было? На 10 штук одна? Ух ты. А чё я не видел такого раньше? 3. Так. А вот это интересно.
Можно экономить. Ну как, мы сами трубы не экономим, мы экономим на количестве объектов, которые игра обрабатывает. 10 объектов — это труба из 10 секций. А если я поставлю трубу на 10 секций, которая длиной 10 секций, но это будет один объект, тогда игра будет, ну, процессор, скажем так, будет легче обрабатывать количество объектов. Надо сделать. Так, это второй стак. Ну давай еще доделывай. Стали, кремний закончится. Не, я не буду доделывать. Остановлюсь. Просто пока остановлюсь. И нет, мне надо. Это есть. Тушить. Кушать хочет? Хочет. Да покушаем его сейчас. Накушаем и напьем нашего космонавта, инженера. Он у меня был уже поврежденный скафандр. И это не поврежденный. Нормальный, наверное. Может и поврежденный. Не буду сейчас проверять. Что мне надо? Мне надо... Буря там, конечно. Ладно. Будем дальше заниматься соединением трубы с углекислым газом. С этим. С танкером с углекислым газом. Такое ощущение, что я что-то забыл. Просто как будто. Надеюсь, мне в морду ничего не прилетит. Так, вот тут. Вот тут мы берем, делаем экономию небольшую. Убираем. Значит, это у нас сброс. Сброс мы заберем. Пеночку я отковырну. Или не буду отковыривать. Надо сходить забрать. Эту штучку, которая здесь осталась.
есть она здесь стоит, это типа аварийка. Нам надо соединить с основной. Аварийка, и одна будет внутрь стоять, где-то вот тут. Да, я сделаю вот так. Куплю, оставлю на входящую трубу. Это будет, значит, в этой трубе углекислый газ. Если он нагревается, его нужно сбрасывать. Но сбрасывать его я буду уже не на улицу, а в общую систему. И бы здесь систему и пробросить. Я как-то не нравится мне это. Ладно, делаем сейчас как делаем. Функционально. А дальше будем посмотреть. Это будет закольцованная обратка. Так вот будет ходить. А вот здесь вот внутри мы бросим трубу еще одну. Так. Ну что, попробуем это на 10 секций положить. Она как цельная прям. Такой шовчик аккуратный получается и целая труба. Удобно. Ничего не могу сказать, но удобно. Еще одна станет. Должна. Да, она там ушла сильно далеко. Ну, кстати, да, удобно. Я сейчас ее снизу там и брошу. Вот туда. Только надо... Еще поковыряться снизу. Вот это вот поубирать. Здесь уже можно повернуть и забрать свою трубу. Главное, опять скафандр не повредить. Это довольно болезненно получается. Мне прям нравится то, что трубу можно длинную прокладывать. Я только не знаю, это мод какой-то или это все-таки родная встроенная функция. Далеко. На 5. Опять в самый раз. 3. 3 это уже перебор. Сообразно. Вот, то, что я хотел.
Единственный момент, что там, наверное, я сейчас испортил этот газ. Там, скорее всего, у меня иксы присутствуют. Хотя нет, не присутствуют. Повезло. Мне просто повезло. Что у нас? Ну нет, у меня там все есть. Просто вот пустая, а здесь у меня все подряд. Я, наверное, этот газ сейчас откачаю. В грязный газ. Раз такое дело. 3 штуки мне не хватит, чтобы туда дотянуться, да? Глянуть, что у меня там по трубам имеется. Да, трубам у меня имеются обычные. Ну, и обычных тоже достаточно будет для того, чтобы решить эту проблему. Хорошо, что я не соединил общую трубу с, ну, собственно, уже отфильтрованный газ с вот этим вот загрязненным. Когда я загрязненный покладу сейчас вот сюда, мне надо его через что-нибудь вот этим можно, в принципе, выкачать. Немножко заварю, чтобы не спотыкаться. Да, но у меня там сейчас помещение нагреется. Пока я буду откачивать туда-сюда, но это надо сделать. Просто можно снять трубы и просто потерять газ. Ну, как бы, учитывая то, что я сейчас этот газ копаю вручную, вообще добываю только вручную, это не самый лучший вариант. Поэтому вытянем его просто из этой трубы. Там не так много. Там у нас СО2. Это тот, который нафильтровался в резервуар. Он методично, медленно выходит. Что даже если насос поставить на таком объеме, он очень медленно будет работать. Уже практически. Кстати, а что у меня в мире? У мира есть объем. Это общий объем всего мира за счет мода Terraforming. И вот, собственно, тот состав газов, который там есть, он такой и есть. Ну и, соответственно, все мои газы, которые я выпущу в воздух, да, в атмосферу, они там и останутся, никуда не денутся. Все, пусто. Теперь я верну назад этот регулятор. Здесь у меня будет удерживание внутреннего давления. До 6. Будет 6,50, вот так.
Ну, эта труба, она держит до 10 килопаскалей, мегапаскалей. Но я буду держать 6,5, потому что если он вдруг, не дай бог, нагреется сильно и не сможет, ну, он расширится, ему надо будет время в расширенном виде, чтобы выйти в общую трубу. Это не так быстро. Мне нужен еще один регулятор давления. Можно заварить уже пол. Низкий заряд. Я сейчас либо найду у себя где-то, либо сделаю еще один регулятор. Заодно заряд низкий поправим себе. Да, и вот они моргают, охладители, не справляются, потому что нет хладогена, пусто. Его там просто нет. Мне надо... Что мне надо? Нет регуляторов запасных. А вот он есть один. Сейчас пойдет. Этот нужен в... Короче, вот в эту сторону он должен накачивать. Не вот так, а вот так. Он у нас будет держать этот регулятор где-то, если там 6,5 на выход, будет держать 6. Здесь поставим не 6,5, а поставим 7 на выход, чтобы у нас 1 мегапаскаль был в запасе на движение нагретого газа. Мы сюда сейчас накачаем таким образом достаточное давление для того, чтобы упорный хладоген работал. Что я сделал? Я сделал закольцованную систему, которая связана с резервуаром. И теперь, если раньше я выбрасывал лишний газ в атмосферу, то мне будет выбрасываться, будет в бак собираться. Да, это надо собрать. Провода. Еще можно будет для экономии, сколько эти штуки жрут, в постоянно включенном режиме, смотреть, если есть, или это целесообразно, сделать какой-то счетчик, смотреть, сколько здесь давления, если требуется, то включать, соответственно, регуляторы. В данный момент надо посмотреть, сколько регулятор давления жрет электричество. Чисто интересно. У меня сейчас вся база работает на 1,5 киловаттах.
Вот это вот, конечно, мрак, то, что у меня все в одной сети, это прям, ну, настолько неудобно. Регулятор давления. Обесточен, обесточен. Последний, наверное, в списке новый. 100 ватт он жрет. То есть постоянно 200 ватт ест с вот этими двумя. Ну, как бы 200 ватт. Там жалко 200 ватт отдавать. Просто на каждый тик. Уже 1,8 мегапаскаля. В общем, набирается. У меня были вот счетчики, которые, вернее, не счетчики, а мониторы температуры. Второй бесполезный в данном случае, я его отключил. А первый можно на хладоген повесить, чтобы чисто интересоваться из внутри помещения, знать сколько в данный момент здесь температура вот в этом блоке. Для этого можно повесить быстренько сейчас этот датчик трубы, датчик атмосферы в трубе. И на него повесить соединение на монитор. Второй монитор можно будет, пусть висит, пока мне он есть не просит. Датчик. И прям интересно, он здесь или где-то в электронике. Ну вот анализатор жидкости, хорошо. А вот анализатор газа в трубе. Шлем закрыт. Ну да, по нему сразу видно температура и давление. Давление должно потихоньку расти. Если есть откуда. Ага, углекислый газ закончился. Че он будет? Еще углекислый газ. То есть сейчас у меня в резервуаре вообще нет углекислого газа. Полностью весь вышел. Там. Это мир, я так не вижу насквозь. Хорошо, у меня есть вот датчик. Идем посмотрим. Все соединено. К мониторам его подключим. И надо еще радиаторы прицепить на охлаждение. Ну-ка. Скажи мне, можешь ли ты подключиться напрямую? Анализатор газа в трубе. Да, удобно, может. Пожалуйста, 152 градуса. Что там с давлением? Это будет теперь не температура, а давление. На тот же анализатор. Ну, так как он у меня один, то я понимаю, что это именно.
И подпишу, что это хладоген. Теперь тут и написано, что это такое. Я вижу давление и температуру. Я теперь знаю, что там точно углекислый газ. Запомним сейчас. Здесь будет совсем незначительное изменение. И практически незаметное. Но вот температура, немножко больше давления появилось. То есть я постепенно свой углекислый газ туда сбрасываю. И охладитель работает, не моргает. И теперь вот этот вот газ, надо его охладить. Потому что его температура в данном случае превышает значительно целевую в комнате. Где-то у меня были радиаторы. Кондиционеры. Теплообменник. Станция. Это измельчитель. Или вот газовый радиатор. Так много, конечно, 10 штук. Я его туда поставлю. Здесь можно смело ставить сразу на улицу один. Вот здесь. Прям везде, где только можно. И в баке я тоже буду охлаждать. То есть вот эта вся обратка, она будет активной. Пусть охлаждается. Крестовину нельзя повесить. Температура должна падать. Она прям на глазах падает за счет радиаторов. Ну что, дорогой друг, у меня закончилось время эфира. Спасибо большое за то, что был со мной на этой серии. Ставь, пожалуйста, лайки, пиши комментарии, что лучше сделать, что какие мнения есть, может как-то еще по-другому это устроить. Подписывайся и приходи завтра на следующую серию. Пока.